Добрый день. Я приготовила этот небольшой ролик м, по результатам тех консультаций, которые у меня прошли в последнее время. И буквально вот на этой неделе очень активно стали отмечать клиенты, да и я, в принципе, сама, что присутствует такое ощущение, что энергия куда-то утекает. Или, может быть, даже она не утекает, вроде как энергия есть, вроде бы что-то делается, какие-то дела, выполняются какие-то задачи, но нет вдохновения, нет некого энтузиазма, нет активности, или у меня еще говорят клиенты, нет драйва. А, Естественный вопрос, который возник, всегда находит в пространстве ответ. И сейчас я хочу с вами поделиться некоторыми своими размышлениями и теми знаниями, которые я получила в поисках своего ответа на ваши вопросы. Вообще, действительно, сейчас происходят такие изменения в пространстве, которые приводят к тому, что мы очень остро начинаем ощущать те состояния, которые у нас присутствуют, ту энергию, которой мы наполнены или которая недостаточна нам. И иногда нам даже начинает казаться, что как будто бы даже нет никаких сил уже для действий, или, может быть, мы абсолютно равнодушны к тому, что происходит, но больше всего нас напрягает и, может быть, вызывает даже раздражение, когда окружающие нас люди начинают тормозить. То есть они как будто бы не успевают понимать, что мы от них хотим, чего мы от них требуем, ожидаем, или, может быть, даже какой-то реакции на обычные наши разговоры. Так вот, энергию мы перестаем ощущать тогда, когда у нас нет никаких планов, нет никаких задач, нет того, что запланировано на конкретный сегодняшний день, или, может быть, на неделю, или, может быть, у нас далеко идущие планы. Вот тогда мы начинаем плавать. То есть как будто бы надо что-то сделать, это и вот это еще. И дел-то, в принципе, очень много таких, но они у нас не запланированные. То есть мы проснулись, может быть, пошли на работу, может быть, мы в свободном каком-то таком графике живем. И мы очень четко и конкретно не знаем, что вот после того, как мы проснулись, после того, как мы приняли какие-то там гигиенические процедуры, осуществили, что нам нужно еще вот это, вот это, вот это и это сделать. И это у нас выстроится в каком-то временном таком промежутке. И вот тогда, когда мы это не знаем, то, соответственно, по прошествии одного дня мы понимаем, что мы что-то там хотели сделать, мы это не осуществили, мы это не сделали. Проходит еще день, еще неделя, и вдруг мы начинаем понимать, что у нас энергия куда-то утекла. Что мы делаем, ну, как бы по привычке, по какой-то такой вот накатанной жизненной линии. И, по сути, в общем-то, нас это не вдохновляет. То есть, да, мы делаем много дел, но вот радости, вдохновения, активности, естественно, мы не получаем. И наоборот тогда, когда человек очень активен, когда он точно знает, что после утреннего пробуждения он сделает вот это, потом он делает там, умоется, зарядку, душ там, и у него еще куча дел, то есть у него абсолютно все расписано, он в активе, ему на это дается энергия, впрочем, она всем дается, но тот человек, который ее использует, дополняет своей физической энергией, своими составляющими. Затем он начинает
контролировать, регулировать свое состояние усталости и отдыха, да, утомления и отдыха. То есть у него гармонично происходят все процессы, он находится в этом потоке, он находится в активности, у него энтузиазм, у него его прет, все дела складываются, все происходит здорово, он привлекает к себе самые лучшие события. И тогда, когда мы, допустим, имея несколько, там у нас есть целей каких-то, ну, вот, допустим, очень такое примитивное сравнение, когда мы разговариваем с клиенткой о том, что она говорит, я устала, я не могу уже вот так жить. То есть на работе как будто бы я все успеваю делать. Но домашние дела, как то обыкновенная глажка, какая-то там уборка, ну вот такие вот женские дела, они все запускаются, на них совершенно нет никаких сил. Когда мы начинаем разбирать, то мы получается, что запланировали, в общем-то, ну, большее количество дел, да, чем то, что мы можем сделать. То есть не позволили себе своевременно отдохнуть, у нас энергия утекла, потому что мы делали, и мы и не отдыхали, мы и не сделали дело, это во-первых. Во-вторых, мы запланировали как бы на неделю или на 2 недели, то есть вот это и это нужно сделать, когда это сделаю, не знаю. То есть этот вопрос висит, мы ему не придали время, мы не определили тот момент, когда мы это сделаем, мы не рассчитали все свои силы, в итоге что-то куда-то утекло. И вот такое состояние, вы знаете, растекания. Энергия просто растекается. Куда она растекается? Да она просто в пространстве. Не нужна тебе, воспользуется кто-то другой этой энергией. Но вместе с тем мы будем говорить о том, что вот нас выжили, нас использовали и так далее. Да нет, мы сами просто-напросто перестали концентрироваться на этой энергии, и мы ее сами выпустили в пространство, мы растеклись. Мы растеклись в том, что мы желали сделать, в том, что вообще мы хотели делать, а может быть не хотели, у нас какие-то там были планы такие своеобразные. И вот туда как раз у нас пошла энергия. Мы остались неблагодарными к тому, что мы не сделали, мы себя поругали, может быть, мы наполнили страхами, что «О, это огромное количество, нужно приложить усилия, я это не смогу сделать» и так далее. И по сути мы расстались с той энергией, которая нам была дана, как, впрочем, всем остальным успевающим людям, которые наполнены вот этой активностью, вот этой жизненностью такой, внутренней силой. И, по сути, потом мы начинаем сетовать на то, что остались совершенно без сил, остались совершенно без энергии. И очень важно понимать как раз то, где мы находимся сейчас, что мы вообще делаем, чем мы занимаемся. То есть фокусироваться на своем состоянии, на состоянии здесь и сейчас. Что я делаю сейчас? Что я вижу сейчас? В одном из вебинаров вы получали такое задание каждый час включать будильник для того, чтобы вернуться в ситуацию здесь сейчас. Что я делаю? Зачем я делаю то, что я делаю? Зачем мне это нужно? К чему это меня приведет? Во-вторых, четко определить свои цели и задачи. И вам дана будет энергия, которую вы примножите именно своим состоянием. И те, кто научился планировать, те, кто понял от этого и испытал от этого удовольствие, когда вы записываете все свои планы, когда вы их распределяете с учетом своих возможностей, с учетом своего времени свободного, то эти задачи становятся выполненными, и вы, испытывая удовольствие, удовлетворение, в принципе, наполняетесь энергией еще больше для того, чтобы завтра осуществить те планы, которые вы желаете осуществить. Ну и, конечно, действовать в соответствии с тем планом, который вы наметили. Еще есть один момент, который позволяет не растрачивать энергию, это быть гибким.
Да, мы запланировали все очень вот четко и конкретно, прямо с утра до вечера. Но в самый вот такой момент к нам явились неожиданно гости, да, которые там проездом оказались у нас. И, естественно, вот здесь, если мы будем страдать от того, что мы не выполнили все свои планы, опять энергия утечет. Утечет в это раздражение, утечет в то, что мы не смогли никаким образом вот изменить эту ситуацию, не смогли переключиться в состояние здесь сейчас. Поэтому очень важно быть гибким сейчас, принимать и те обстоятельства, в которых мы находимся, и чувствовать себя в потоке. Если мы очень сильно сконцентрированы на каком-то действии, на каких-то своих задачах, то они буквально могут спазмировать вообще все наше тело, да, то есть мы вот себя загрузили в такие рамки, и в соответствии с этим вот четко мы там все стараемся выполнять. О, время 12 часов, я это не успела сделать, время там 12:30, а я вот там отстаю от своих планов и так далее. То понятно, что в какой-то момент, рано или поздно, у вас начнутся проблемы со здоровьем, с вашей соматикой, да, то есть отреагирует наше тело, потому что оно находится в рамках, оно находится в таком вот сжатом состоянии. Нас начинает раздражать, возникают проблемы с нашей психикой, с нашим эмоциональным здоровьем. И мы начинаем мучиться, страдать, раздражаться, агрессировать. И это, естественно, приводит опять же к той потере энергии. Есть другой перекос, и там мы говорили о спазмировании, есть другой перекос о том, что мы не можем сфокусироваться на том, что нам надо сделать, и, соответственно, ну, такое состояние улетевшее, где я, что я нахожусь, куда меня вообще принесло, что я здесь буду делать, делаю, что делаю. Нет на этой энергии, в какой-то момент человек, естественно, почувствует, что все, он опять начинает расплываться. И даже я знаю, что некоторые клиенты у меня начинают говорить о том, что я себя соскребла буквально там с кровати или с дивана, да, то есть вот мы сами обозначаем свое состояние, то есть мы расплылись. И очень важно для того, чтобы наполняться энергией, для того, чтобы использовать все то, что вам дается, сфокусироваться. Сфокусироваться на состоянии здесь и сейчас, очень четко знать свои цели и задачи. Я еще не написала вот на этом слайде важный такой момент, это благодарность. Тогда, когда вы начинаете благодарить за все то, что в вашей жизни есть, ну, это может быть в любое время суток, но я, например, делаю это вечером, когда прошел день и подвожу итоги. Это состояние нейтрализует те какие-то негативные моменты, которые в течение дня присутствовали, и, естественно, дает такую вот проточность энергии ваше тело в течение ночного времени, когда вы отдыхаете, начинает наполняться этой энергией для следующего дня. Я желаю вам, чтобы вы научились той осознанности, которая приводит вас в состояние здесь и сейчас. Наполняйтесь тем, что вы четко определяете на следующий день, какие планы вы строите, какие задачи у вас есть, какие цели долгосрочные у вас поставлены, и идите к ним смело. Энергии вам будет дано столько, чтобы все это осуществить. Удачи и до новых встреч!